Дорогие друзья, всем большой привет, с вами Это и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я буду блокировать снежинки, которые связались у меня крючком. Мастер-класс по каждой из этих снежинок вы можете найти на моем YouTube канале. А именно в этом видео я их буду просто блокировать. Все эти снежинки у меня только что с крючка, и я сейчас одну из них заблокирую, покажу, как это делаю я. И на основе этого видео вы уже можете блокировать абсолютно любые снежинки. Я покажу, как я буду блокировать вот эту снежинку. Блокировать я буду с клеем ПВА. Тут ни одного слова на русском языке не написано, потому что я живу в другой стране, и тут все написано на португальском языке. Но вы можете использовать абсолютно любой клей ПВА. Либо, например, вы вообще можете заблокировать с крахмалом, но я хочу заблокировать с клеем, потому что это все-таки снежинки, и я бы хотел, чтобы они у меня получились прям такие пластмассовые, грубо говоря. Конечно же, английские булавки для блокировки. И также я хочу попробовать заблокировать снежинку вот с такими белыми блесками. Это делать не обязательно, это просто я решил попробовать. Можно просто заблокировать саму снежинку, и даже этого уже будет достаточно. Но если вдруг вы захотите блокировать также с блесками, то есть совет такой, я тоже читал, где-то видел в интернете, я уже точно не помню, то что если вы будете использовать блески, то желательно, чтобы блески были в тон к снежинке. То есть вот у меня белая снежинка и у меня белые блестки. То есть если, например, у вас будет снежинка белого цвета, а вы блестки возьмете, например, серебристые, то внешний вид будет у снежинки не очень красивый, будет такое ощущение, как будто она грязная, потому что блески отличаются от цвета самой снежинки. Или, например, вы решите связать красную снежинку, то тогда лучше использовать красные блески, не оранжевые, не желтые. Хотя я думаю, то, что даже с золотыми бы блесками красная снежинка тоже смотрелась. Ну, я просто вот такие наблюдения видел в интернете, то, что лучше использовать в тон к снежинке. Сейчас я беру емкость, помещаю в нее снежинку, берем столовую ложку и отмеряем по чуть-чуть клей ПВА. Это делать не обязательно, я просто на глаз, чтобы примерно знать пропорцию. Чтобы, например, как у меня получится потом вообще снежинка по жесткости. И все. И мы в этом всем клее нашу снежинку замачиваем. Это у меня просто деревянная палочка такая. Ну вот я даже думаю, что этого количества на эту снежинку хватит. То есть одной ложки столовой. Ну сейчас, если что, можно добавить. Также я видел то, что можно даже разбавлять немножечко с водой. Итак, сейчас мы промочим нашу всю эту снежинку. А уже блестки мы добавим в конце, когда я ее заблокирую. Я вам покажу, что у меня получится. Решил я с этой палочкой не возиться. Будет проще вот так пальцами все это делать. Промочить, ничего страшного. Руки помою. Ну вот одной столовой ложки здесь вообще даже за глаза. Я даже сейчас, наверное, еще одну маленькую снежинку сюда положу. Вот, смотрите, она у меня вся прям мокрая. И нужно будет немножечко дать времени настояться. Минуток 5, чтобы все вообще волокна, вся нить полностью впитала этот клей. Я сейчас даже, наверное, еще положу одну маленькую снежинку сюда. Вот у меня самая малюсенькая снежинка здесь. Я не знаю, сколько у нее диаметр. Сантиметров 7, наверное, может быть. И все, я сейчас ее тоже также промокну в этот весь клей. Видел то, что можно клей разбавлять немножечко с водой, с самой обычной. Но это тут тоже уже, наверное, зависит от жесткости, которую кто как хочет. Вот вы, например, попробуйте просто с клеем, как получится. Потом, например, одну ложку клея и немножечко там также одну ложку столовую с водой разбавить. Все, а также мы можем еще вот параллельно ее растягивать. Вот она даже во влажном виде растягивается, у нее уже другой вид становится более аккуратный. А сейчас мы иголками все вот эти наши пико растянем, будет еще красивее, конечно. Ну все, я думаю, я сейчас оставлю впитывать минут на 5 весь этот клей. Потом буду уже ее на пенопласте иголками блокировать. И я вам покажу, что у меня получается. Итак, вот я заблокировал снежинку. И всегда, даже когда я блокирую салфетки, если у меня в салфетке есть какие-то вот такие рельефные попкорны, например, я беру вот такой волшебный инструмент. И вот так поправляю все попкорны, вытягиваю их, чтобы они у меня были все ровные, одинаковые. Но, повторяюсь, это делать не обязательно. Это уже по желанию, если хотите, то можно. Время, например, есть. Но это снежинка, ладно, она маленькая. А если, например, как мы салфетки блокируем, которые огромные, конечно, иногда, может, и времени нет. Но я вот делаю так. Все, вот мы подвытянули. Они вот у нас все в одни стороны смотрят.
И теперь я беру вот эти свои блестки и сейчас будем пробовать. Вот так как снежинка еще она влажная от клея, и посыпаем вот так снежинку. И к этому влажному клею, конечно же, все эти блестки прилипнут. А все, что останется лишнее, например, это можно также все смахнуть, стряхнуть и обратно в эту баночку засыпать. Ну вот блестки вроде как белые, а не знаю, на камеру это видно или нет, они мне чуть-чуть с каким-то розовым таким отдают все-таки. Но ничего, вроде как, даже сейчас ничего, симпатично смотрится. Все, я думаю. Этого достаточно. И сейчас я таким образом все свои остальные снежинки заблокирую и оставлю высыхать. Итак, вот снежинка у меня полностью высохла. То есть вот она у меня вообще как пластиковая получилась. Еще также у меня есть такой совет, если вдруг вы боитесь, что у вас могут осыпаться все вот эти блестки, они, конечно, будут осыпаться. Ну, может быть, все не осыпятся, но какая-то часть, скорее всего, будет. Итак, вот, я знаю то, что можно лаком для волос все это сбрызнуть, и все это прилипнет. Но, опять же, это не навечно, но все же будет сыпаться меньше. И теперь, чтобы не переломать себе все пальцы, вытаскивая вот эти иголки, потому что все здесь прочно уже прилипло. А у меня есть вот такие пассатижи, плоскогубцы. И вот так я вытаскиваю все вот эти иголки. Все, сейчас я вытащу и покажу. Все, вот я вытащил все иголки. И также я вам забыл сказать, почему у меня блестит так мой пенопласт. Если вдруг вы не знаете, он сильно крошится со временем, когда часто его используешь. И я его вот так по кругу просто обмотал широким скотчем. И все, поэтому он у меня вот так вот блестит. Он, конечно, потом тоже начнет крошиться, когда скотч уже порвется. Но все же это немножко как бы продляет срок жизни пенопласта. Все, и теперь я просто беру также эту одну иголку, потому что снежинка немножечко также прилипла к пенопласту. И вот так просто поддеваем и ее отклеиваем. Все. Вот такой результат получился. То есть вот она как пластиковая. Ну что, дорогие друзья, я думаю, это видео вам понравилось. Вяжите с удовольствием. А на этом все. Пока-пока. Также я вам напоминаю то, что у нас с вами в Инстаграм есть свой хэштег «Вяжу с Дуду», по которому вы публикуете работы, на которые вас вдохновили мои видео. Я их с удовольствием просматриваю, лайкаю, делаю скриншоты и показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если что-то непонятно или есть какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях. Не забывайте подписываться, тут очень интересно, много классных видео и еще много всякого классного у меня в Инстаграм. Поэтому подписывайтесь и там тоже. А с вами был я, Эд. До скорого.